Продолжаем следить за золотом. Я хочу обратить ваше внимание на свечи по левую сторону графика. Видите вот эти свечи? Давайте я порисую, вам сейчас покажу. Видите? Широкодиапазонные, полноразмерные. Видите? Видите их сколько? Это говорит о давлении. Кого? Продавцов. Обычно после такой ситуации мы видим сумасшедшее движение вниз. Так обычно происходит. Такая широкая, большая свеча. Красная. Не всегда, но довольно часто мы наблюдаем такое, особенно после вот этих свечей слева. Особенно вот этот бар, самый основной здесь. Именно после того, как он появился, я зашел в сделку. Кстати, видите ситуацию по WTI? Это нефть, рынок справа. Вот это предвестник движения вверх. Вот эта ситуация. Смотрите, точки, видите, белые, они поднимаются. Смарт-осциллятор, видите, внизу, он торгуется едва выше там 10 значения. То есть он очень узок, близок к нулю. То есть рынок находится в балансе. Следующая фаза – дисбаланс. Куда будет дисбаланс? С большой вероятностью вверх. Почему? Потому что наши белые точки растут. Мы видим, цена обновила вот эту область, эту зону. Так что, возможно, мы увидим резкое и очень интенсивное движение наверх по нефтяному рынку. Давайте посмотрим вместе со мной. Вчера похожая ситуация была тоже на нефтяном рынке. Сейчас я вам покажу. Это было вечером уже. Вчера сначала, в начале дня, да, был тренд вниз. А потом произошла обратная ситуация. Вот посмотрите. Смарт-осциллятор долгое время торгуется около нуля. Баланс. Точки очень близко к цене. Баланс. Узкая фаза. Узкая фаза рынка. Помните, да, я говорил, что если вы освоите вот эти два тезиса, да, ключевых, два ключевых состояния рынка, это узкое состояние, широкое, узкое, широкое, и вот так рынки движутся. Это вдох, это выдох, это вдох, это выдох и так далее. Вот эти циклы вам нужно учитывать. И сейчас то же самое. Сужение, следующее расширение. Куда? Вероятно, вверх. Почему? Потому что цена над точками. Оно бывает сразу, иногда бывает с коррекцией, как сейчас. Покупатели давят по нефтяному рынку. Видите, да? То есть вот эта фаза, еще раз, я много раз буду об этом говорить, потому что это определяет ваш успех в плане технического фактора. То есть есть технический, есть психологический, есть финансовый. Технический – это, если совсем просто, понимание рыночных циклов. В определенный рыночный цикл нужно положить определенный сигнал. Все. По-другому скажу. Локация плюс событие. Локация – это состояние рынка, событие – это паттерн, сигнал, ложь. Вот сейчас какая локация по нефтяному рынку? Узкая. Почему? Потому что смарт-осциллятор у нуля, мы приблизились к точкам волатильности, цена над ними находится. Это указывает на то, что мы можем видеть моментум вверх. Рост. По золоту все наоборот. Смарт-осциллятор у нуля. Какая локация? Узкая? Узкая. Плюс мы получили сигнал здесь, здесь и ожидаем движения вниз. Психологическое тянется за этим. Если здесь все в порядке, то есть у вас правый край графика максимально ясный, то психологический фактор будет в порядке. То есть не надо будет бороться с эмоциями или применять какие-то специальные техники управления эмоциями. Потому что эмоции – это реакция организма на неопределенность. То есть вот этот край, правый край графика, это всегда НО, неопределенность. И чтобы правый край графика был понятным, нам нужно
наладить торговый процесс. И торговый процесс – это техническая составляющая, теханализ, где все действия ваши упорядочены, они объективны. А финансовый – это объем денег, который мы берем на сделку. Как мы зарабатываем, когда цена идет в нашу сторону, как мы контролируем риск, когда что-то не получается. Все. Вот вся формула торговли. А на золоте у меня, помимо всего прочего, есть вот эти свечи. Видите? Это называется бар силы. У нас есть два с трейдерами понятия. Это бар силы и бар истощения силы. Вот это бар силы. Вот про то, что я вам говорил, да, что после такой стадии экстремального сужения формируется стадия экстремального расширения. Вот сужение, осциллятор у нуля и медвежий красный, точки волатильности белые, точки волатильности черные бегут, видите? То есть мы уже можем, в принципе, зафиксировать 25 пунктов профита, но я этого не делаю. Мои стопы, точнее мои тейки, вон где, видите, на минимуме вчерашнего дня, где L буква внизу. Очень часто цена проходит вот к этим зонам. Это 40 и 65%. Это зона наращивания объема. Если трейдер продал здесь, то это зона наращивания объема. Также зона наращивания объема находится здесь, но здесь коррекции не было, видите, да? Я предполагаю, что здесь будет еще одна волна вниз. Вот такой бар. И, возможно, это будет финал движения. Потому что мы скорректировались и держим, видите? То есть цена скорректировалась на половину, скажем, этой свечи, что является нормой. И дальше не могут продавить. Перевел свою позицию в плюс по золоту. Так, ну что, я снова зашел в золото на sell. Помните, до этого у меня была продажа здесь. Я вышел здесь. И сейчас снова зашел. Мой стоп, как видите, короткий. Мой тейк будет здесь. Посмотрим, дойдем ли мы быстро сюда. Опять же таки узкое состояние на смарт-осцилляторе. Такое же, как было здесь. Видите, узко. Узко, значит, следующее будет движение широкое. Потом пошло сужение. Узко. Следующее движение будет широкое. Куда? Более вероятно вниз. Примерно 7-8 сделок из 10 будет вниз. Посмотрим, придем ли мы сюда к уровню поддержки. Это 1990. Круглая цифра. Ну, рынок любит круглые цифры. Мы с вами уже неоднократно это разбирали, да, что круглые цифры имеют значение. Давайте пока у нас крутится золото, посмотрим на нефть. Применю шаблон. Здесь был buy сигнал по WTI. Я на него не успел. Покупка. Да. Ну ладно, ничего страшного. Ждем золото. Да, хорошая покупка. И тоже, видите, вот мы с вами говорили в первой половине встречи, что цена удаляется, потом возвращается к ценности. Вот мы вернулись к ценности. Здесь мы видим Price Action Buy, смарт-осциллятор у нуля, узкое состояние, соответственно, потом широкое. Ждем золото. Здесь у нас по золоту зона наращивания находится. Вот здесь. Еще дополнительные продажи, потому что коррекция сюда.
Это sell зона. То есть еще можно плюс сделать. Но если мы наращиваем, то мы берем take у ближайшей структуры ровно так, как это было здесь. Мы упали, 50% sell, быстрый take здесь. Потом коррекция сюда, sell, take здесь. Смотрите, что делает тем временем нефть. Просто идеально отскакивает от моей ценности, от точек волатильности белых. И летит уже тестировать 76200 почти. Вот так вот нефть себя ведет. И что интересно, видите, рынок продолжает сужаться. Видите, да, осциллятор сужается. Бум! Обычно после этого выстрел вверх. Идет сужение. Это очень важно, трейдеры. Я очень много об этом говорю, я понимаю. Но поверьте, это настолько важно для вашего успеха, что просто ужас, как важно. И видите, точка пошла наверх. Точки волатильности растут по нефтяному рынку. Осциллятор, посмотрите, сколько значений. -3. То есть он вообще прижался, зажался, ужался. Значит, скоро будет вот-вот уже на носу выстрел. Конечно, есть вероятность, что может быть выстрел вниз, но если будет вверх, например, то есть мы начнем уходить выше этой зоны, мы можем добавить объем, увеличить позицию. А вот золото идеально, да, мы подошли к уровню sell, и вот сейчас готовится обвал вот сюда, да, падение. 7-8 из 10, да, где-то, по моим наблюдениям, до ближайшей структуры. То же самое здесь. 7-8 из 10 до структуры. Если ты здесь нарастил, здесь забрал take, стоп, можно уже потом остатки без убыток поставить. Наращивание здесь по золоту. Область наращивания стопы слева. Тейк на ретесте. Очень сильные зоны, они отрабатывают превосходно. То есть вы внутри своей вот этой позиции еще и продаете здесь и берете здесь тейк от продажи здесь, а эту оставляете. Можно взять стоп, поставить сюда потом или в БУ перевести. Потому что если вы добавляете, наращиваете объем, его нужно наращивать возле первой позиции вот этой. Угу. Не где-то, когда она уже ушла, и вот здесь ты плюсуешь. Нет, а сразу практически. Иногда даже чуть выше, если sell. И в этом нет ничего страшного. Например, здесь, да, в этой зоне. Если трейдер нарастит, никакой проблемы нет. Кажется, что ну как, это же выше моего, получается, выше моего изначального ордера. Но это ни о чем не говорит. Это ни на что не влияет. Видим, еще дополнительно появился свечной паттерн. Можно прямо здесь увеличить объем. И стоп вообще вот сюда поставить. Получится, если вы здесь продали, 3 пункта риск, чтобы сделать 6. Представляете? Вот ваша фиксация, зона тейков. На самом деле, то, что вот сейчас вы видите на экране своем, вот эти два бара предыдущих, это очень сильные бары. Примерно 8-9 из 10 будет падать цена после них. Так что у меня хорошие шансы остаться в прибыли по второй позиции, да, потому что первую мы закрыли, я закрыл, да, а это еще в процессе. Поразительно то, что несмотря на поздний час, рынок все равно эти все вещи отрабатывает. Представляете, да?
насколько сильна вот эта техническая составляющая торговли. Снял прибыль по золоту. И вот то, что вы здесь видели, это сильнейшие паттерны, сильнейшие концепции торговли. Все эти концепции вы можете получить в моей программе ProTrader. Ссылка будет под этим видео.